Представьте, что первый фортепианный концерт Чайковского превращается в экспериментальную игру на грани провокации. Звучит невероятно, но это реальность, созданная венгерским композитором Дьордем Куртагом и мастерски исполненная корейским пианистом Чи Хо Ханом. В этом видео мы разберемся, как Куртаг разрушает привычные музыкальные рамки и почему интерпретация Чи Хо Хана стала сенсацией. Дьордь Куртаг – венгерско-французский композитор, пианист и музыкальный педагог. В этом видео речь пойдет о его пьесе «Омаж е Чайковски» – посвящение Чайковскому, из его цикла «Ятекок», в которой он исследует различные аспекты музыкального выражения и техники исполнения. Что это значит? Куртаг демонстрирует, что музыка может быть не только ожидаемой, но и неожиданно провокационной. Он как бы приглашает нас взглянуть на Чайковского через призму современного искусства, где границы между академическим и экспериментальным стираются. А что для вас важнее – традиции или свобода творчества? В этом произведении Куртаг переосмысливает первый фортепианный концерт Чайковского, заменяя мощные аккорды на кластерные звучания, создавая эффект пародии и иронии. И это переосмысление можно рассматривать или как музыкальную шутку, или как пародию на святость первого фортепианного концерта. Всего же в цикле на данный момент более 200 пьес, но они не имеют строго закрепленного номера или единого списка с четкой последовательностью. Цикл «Ятекок», который с венгерского переводится как «Игры», это сборник педагогических концертных пьес Куртага, над которым он начал работать еще в далеком 1973 году и до сих пор не закончил. По состоянию на 2021 год уже было опубликовано 10 томов. Недавно же корейский пианист Чи Хо Хан представил свою интерпретацию пьесы «Омаж е Чайковски», которая вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Его исполнение можно посмотреть на платформах Facebook, TikTok и Instagram. В этих видео он демонстрирует уникальный подход к произведению, сочетая технику Куртага с собственной экспрессией. Чи Хо Хан – корейский пианист. В настоящее время он преподает в Jacobs School of Music при Университете Индианы. Он является лауреатом множества международных конкурсов. Его репертуар охватывает широкий спектр произведений от классических до современных композиторов, и он уже известен своими интерпретациями современной и классической музыки, включая произведения Дьордя Куртага. Немного о цикле в целом. Цикл «Ятекок» – это уникальный сборник произведений для фортепиано, в котором композитор исследует свободу интерпретации, нестандартные звуки и экспериментальные приемы. В сборнике присутствуют пьесы, вдохновленные различными композиторами, личными переживаниями Куртага и даже бытовыми ситуациями. Он задумывал этот цикл как своего рода музыкальную лабораторию, в которой исполнитель может отойти от традиционных представлений о фортепианной игре, к тому же множество пьес открыты для интерпретации, чем и воспользовался Чи Хо Хан. Так в некоторых пьесах нет точной ритмической или нотной записи, лишь указания или графические символы, которые исполнителю предлагается осмысленно интерпретировать. Это дает музыканту возможность стать соавтором, что полностью разрушает традиционную академическую концепцию исполнения композитора. Цикл наполнен пьесами с посвящениями музыкантам, композиторам и даже близким людям Куртага. Так есть пьеса «Омаж е Шуман», пьеса, вдохновленная эмоциональной многослойностью музыки Роберта Шумана. Есть абстрактная и дерзкая переработка идей Игоря Стравинского, которая будто высмеивает его жесткую ритмическую структуру. Есть пьеса, где вместо игры на клавишах пианист хлопает в ладоши, взаимодействуя с партнером. В цикле есть пьеса «Silence», где основным элементом становится отсутствие звука. Это концептуальная работа, предлагающая исполнителю осмыслить силу тишины и пауз в музыке. Таким образом, Куртаг ломает стереотипы о фортепиано как
об исключительно академическом инструменте, превращая его в средство для исследования, шуток и философских размышлений. Он показывает, что музыка – это не набор правил, а пространство для игры и свободы. В предисловии к первым 4 томам композиций он изложил свои основные идеи. Цитирую. «Идея создания ятыкок была подсказана наблюдением за детьми, которые спонтанно играют, для которых фортепиано по-прежнему является игрушкой. Они экспериментируют с ним, трогают его, атакуют и пробегают пальцами по клавишам. Они складывают, казалось бы, несвязные звуки, и если это пробуждает их музыкальный инстинкт, они начинают осознанно искать некоторые гармонии, найденные случайно, и постоянно их повторяют. Ятыкок, игра – это просто игра. Она требует от исполнителя огромной свободы и инициативы. Ни в коем случае нельзя воспринимать нотный текст буквально, но его следует воспринимать очень серьезно с точки зрения музыкального процесса, качества звучания и тишины. Тем не менее, данное собрание сочинений практически неизвестно широкой публике, а также многим профессиональным музыкантам. Это скорее отражает общий порядок вещей или культурный климат в сфере академической музыки, где в последние десятилетия, а возможно и столетия, явно преобладает стандартизированный и во многих консерваториях практически институционализированный репертуар. Понимание стиля Куртага требует прежде всего сосредоточения на культурных символах, которые он заимствует и трансформирует в своей музыке. Происходят постоянные аллюзии на широкий спектр композиторов, жанров и стилей. Вот так Куртаг и Чехухан напоминают нам, что музыка – это не только история и традиции, но и бесконечное поле для экспериментов. Музыка Дьордje Куртага – это вызов нашим привычкам и восприятию. А как вы относитесь к таким смелым экспериментам? И что вы думаете о такой провокационной интерпретации Чайковского? Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!